Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Вы спрашиваете, как же я храню семена овощей. И не только овощей, и цветов. Я подготовила вот такой план, по которому хочу вам все это рассказать, что я делаю. Но сначала хочу вам показать, где я храню. У меня есть вот такая коробочка. Смотрите. В этой коробочке, конечно, часть я еще буду закладывать, некоторые семена сушатся. Храню вот в таких бумажных различных пакетиках. Вот, кстати, деревянный, очень интересный. У меня чай остался. И здесь у меня хранятся уже высушенные семена. Дыня крынычанка. Вот здесь очень хорошо, кстати, хранит. Вот деревянная коробочка. И вот смотрите, вот на 23 год я уже себе, так как вам рассказывала, подготовила такие пакетики. 25-й, он еще пустой, зато у меня уже в 24-м есть кое-что. Вот только начало. У меня есть уже томаты на 24 год. Это томат Белфорд и вот новый, очень интересный, тоже высокорослый, высокоурожайный томат типа Белфорта. Но это, видите, какой интересный томат. И это розовый. Ну, посмотрим. Это 24 год. У меня томаты уже есть. И часть, кстати, и перца есть. Это 23 год. Я себе знаю, что у меня здесь уже собрано. И здесь, конечно же, останется еще что-то на последующие годы. Смотрите, что я купила. Я купила, мне понравился очень салат фанли. Изумительный, очень сладкий. Здесь у меня набор всех томатов. Разные здесь сорта, Белфорд, Мейшуай. И вот видите, они у меня, я просто не хочу открывать. Здесь пакетик, как я покупаю из иностранных профессиональных пакетов. Они специальная вот такая вот упаковка. Там специально вот хранятся семена эти. Видите, определенные до 26 года, например. Но это отдельная расфасовка, а то вот фасовка профессиональная. И я тоже там и открывают при мне и фасуют. Или уже расфасованные. Значит, на следующий год у меня помидоры есть, салат есть, есть арбуз, новый вид арбуза, мелина. Это новинка, но очень интересная. Есть, вот смотрите, Арктика тоже. Это у нас огурцы. Естественно, на 2 посева взяла. Еще один салат очень хороший, Батавия официон. Очень нравится, быстро и нарастает большое количество листьев. И у нас в теплице в этом году до конца июля, даже в начале августа были листья вот этого салата. И он не горький, вот поэтому я его взяла. Значит, у меня 2 вида перца я уже купила, но у меня останется на следующий год. Это лото и полет, 2 вида. Далее надо еще подкупить кабачки, томат Фенда. Видите, это в этом году я купила. Его хватит мне на последующие годы. Арбуз очень понравился Шуга Бэби. Мы в этом году настолько он и ранний, и потом еще оставили пустые. Он еще выдал нам 3 арбуза на одном растении. Получилось 6. Ну, 3 первые крупные, и затем очень вкусные. Вот этот арбуз мы еще в сентябре месяце собирали и ели. Очень сладкий и вкусный. И еще у меня вот этот новый арбуз, который я купила отдельно в пакетиках. Еще Арктика у меня. Видите, арбуз еще. Арктика. У меня Арктика на несколько вот посевов, и даже на следующий год надо будет туда добавить. Ну и вот этот пинкой, очень интересный помидор, я его увидела, мне понравился, и поэтому здесь 5 семян обязательно, и семена. Вот эти у меня семена, видите, как хорошо вот продумано, срок хранения идет до 23 год. До 23 года прекрасно я в следующем году как раз вот эти арбузы посею. И все семена, которые я брала уже расфасованные, их только открывали. И там срок годности до 2026 год. Так что семена хорошие. Ну вот у меня на 23 год в основном есть все. Конечно же, здесь еще нет у меня собраны семена щавеля. Дальше будет там петрушечка. Это все будет позже. Вот, но это будут уже свои семена. Вот, что-то еще буду подкупать. И вот у меня даже, кстати, смотрите,
Есть и вот такая коробочка от капучино. Здесь тоже семена еще 2016 года. Тоже можно будет использовать. Там что-то какое-то интересное осталось у меня. Надо будет тоже использовать. И вот горох я покупала, горошек. Это не помню какой-то. Это обычный наш, это Альфа. Он понравился тоже. Ну, и я его купила. Это свежий, это тоже 2022 года покупка. Значит, это прошлогодние семена. И тоже вот они у меня хранятся. Еще впереди нужно будет купить семена баклажанов. Я уже узнавала. Валентина. Горох еще будет голландский обязательно. Кукуруза голландская, пока нету расфасовки. Ну вот вы увидите, как я их сохраняю. Это должна быть или же бумага, вот, или же это вот деревянное, но сухое все это должно быть. Естественно, пакетики. У этих семян вот продумано, что есть уже определенная влажность внутри. Когда они фасуют эти семена, вот долго они хранятся, зафасованные, закрытые. Вот написано на пакете 26 год, и в 26 году открою, и они тоже будут хорошие, эти семена. Ну вот получилось, купила. Так вот, здесь и влажность воздуха нужная, и здесь все создано условия, чтобы растения, то есть семена не прорастали. Тут вот такая специальная такая прокладочка, фольга, все здесь продумано капитально. Поэтому они вот когда фасуют, они фасуют и сразу же в определенных условиях, и они сухие сохраняются, эти семена. Поэтому вот смотрите, у меня здесь, вот будет здесь заложены, все семена будут заложены на последующие годы. И что я хочу вам еще ответить на ваши вопросы. Вот смотрите, влажность воздуха 50-55%. Я попробовала вынести в гараж, где температура падает, и у меня все семена пропали. Абсолютно все. Схожесть там была на второй год после вот этого хранения, где температура, то влажность воздуха падала, то повышалась. Больше всего повышалась, то температура разная была. И семена погибают. Естественно, всхожесть еле-еле, и потом и то, что выросло, очень слабенькое было. Поэтому у меня есть место, есть шкафчик в доме, где нету, это не кухня, это прихожая, там вещи сверху, а внизу вот это у меня коробочка, хранится в отдельном ящичке, там сухо, постоянно сухо. И очень важно, когда вот свои семена, я вам даю графики, агрогороскопы для сбора семян, но еще и очень важна закладка на хранение. Если это находится, допустим, день в дни стихии воздуха и огня, вот они прекрасно хранятся, семена. В дни стихии воздуха сухое растение, сухие семена. В дни огня тоже сухо. Но если это дни стихии воды, то семена закладываешь, и они влажные, и плесневеют, портятся. Поэтому, да, и, кстати, знак земли тоже не подходит для закладки на хранение. Поэтому время закладки – это то же самое, что время сбора семян. Очень важно и закладка, и время сбора. Это все имеет значение. Далее температура воздуха. У меня там температура круглый год, плюс 18, плюс 20 градусов. Ну, летом бывает чуть-чуть больше. Ну, летом мы уже все высеваем, но это будет храниться то, что на последующие годы прекрасно хранятся. Вот крыничанка у нас оказалась, хранилась очень долго, дыня, семена дыни. Там же, кстати, и хранятся семена тыквы тоже долго, и они нормальная у них схожесть. Ну и вот 4-й пункт – это темное сухое место. Должна быть темнота. Вот эти семена, которые закладываются, да, в профессиональных пакетах, у них там, видите, доступа света нету. Должна быть темнота. Даже если храните в каких-то стеклянных ампулах или бутылочках, все равно должно быть все закрыто, все должно так сделано, чтобы хранение было без света. Свет тоже создает вот эту задачу, открывает задачу роста и просыпания семян. Семена должны храниться
такой-то вот влажности воздуха от 50 до 55%, при температуре 18-20 в сухом темном месте. И тогда будет прекрасное хранение семян, схожесть не теряется, и мы получаем всегда хорошие результаты. Я вам ответила на ваши вопросы, как мы храним семена. Ну вот семена цветов что-то новое покупаем, то, конечно же, мы храним. А чаще всего семена сами засеваются, то, что у нас есть. Ну и будем свои же семена собирать с эустомы, но это будет поздно, они еще зеленые, еще будем ждать, пока они созреют. Когда созреют, тоже в определенный день соберем, сложим. Там, конечно, в ампулы нужно будет собирать или отдельные какие-то посуды, потому что это мелкие семечки, мелкие семена. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео. Это ответ на ваши вопросы, каким образом мы храним семена. И мы вам показали наш специальный ящичек такой, секретный ящичек, в котором мы уже много лет храним эти семена. И, естественно, они хорошо у нас хранятся, здесь сухо. И сейчас мы снова же эту коробочку вернем на место, в шкафчик, где она будет снова же храниться до момента, когда нужно будет заложить снова же семена. Достаем, закладываем сухие семена в хороший день. И затем мы вот эту коробку снова ложим в шкафчик, где она там хранится. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Всего вам самого доброго, здравия вам, мира и добра. И тепла и уюта в каждом доме. И обязательно подготовьте семенной фонд. Это очень ценно и важно будет для каждого в следующем и в последующих годах. Пока-пока. Будьте все здоровы.